Здравствуйте! Сегодня снова просмотр моих работ. Собрала их немножко по теме, немного о домашнем уюте. Меня зовут Юлия Сайфан, я художница. Каждую работу я буду ложить в паспорту. Таким образом, вы увидите полноценно цвета рядом с белым, они работают лучше. Работала со сложными цветами и старалась сделать ритм на заднем плане, эти ткани, которые висят. Ко мне возвращаются цветы на окне. Я часто их пишу под разным настроением в разной цветовой гамме. Это по фотореференсу, не натюрморт с натуры. Я живу в Израиле около 30 лет. Ни разу не была и не жила в таких домах, чтобы были подоконники. Я это только сейчас поняла, как это прослеживается. Я все время цепляю такие сюжеты, которые, наверное, не вернуть. Какой-то старый домик, как у бабушки, герань на окне, на подоконнике. В этом, конечно же, есть свое очарование этой старины, воспоминаний, деревянные окна. Стерлось из памяти очень много тревожного и плохого. Остаются такие светлые, радостные дни детского счастья. Купание в реке Дон. В юности я всего 2 раза была на пленэре с папиными друзьями и с папой. Это был пленэр от пединститута ростовского. Там преподавал папин друг и брал нас с собой на свои пленэры. Готовили на костре и мылись в реке целый месяц. Мили с собой комаров, куда же без этого. Когда ты ребенок, все бабушки на одно лицо. Может быть, с трудом можешь отличить свою от остальных. Но по мере взросления у чужих бабушек появляются их собственные черты. А потом, когда становишься мамой, понимаешь, что рано или поздно станешь бабушкой. У меня есть очень подробное видео, как я писала эту герань на окне. Оставлю под видео ссылку. А эту работу я так долго мучила, по фотографии писала. Нужно пописать интерьер для того, чтобы быть в форме, потому что по фотографии совсем не понимаешь, что делать. Если нет достаточного опыта писать с натуры. Напоследок пара пейзажей в разной цветовой гамме на один сюжет. Мне было интересно поиграть с геометрическими формами и в то же время сделать разные по цвету. Еще передать настроение в цвете. Видео подходит к концу. Спасибо, что были со мной. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Пока.